В далеком 2008 году вышел «Железный человек». Это был первый фильм из киношной вселенной Marvel. Далее был «Невероятный Халк», «Железный человек 2», «Тор», «Капитан Америка» и, наконец-то, «Первые Мстители». Этот фильм собрал в общей сумме $1,5 миллиарда и занял 5-е место в списке самых кассовых фильмов всех времен. После такого успеха запустился целый конвейер, и спустя еще 4 фильма выходит вторая часть «Мстителей» — «Эра Альтрона». В этот раз собрали чуть меньше, всего $1,4 миллиарда. И, наконец, третья часть, о которой мы сегодня поговорим, вышла еще спустя 7 фильмов. Для чего я все это рассказываю? Все просто. Дело в том, что практически все фильмы между собой связаны. И если «Сольник Стражей Галактики» или «Доктора Стрэнджа» можно смотреть отдельно, то с «Мстителями» такой подход не работает. Чтобы было более понятно, желательно посмотреть хотя бы часть фильмов из киновселенной Marvel. За 10 лет суммарно вышло 18 фильмов. И все это ради того, чтобы объединить всех героев на одном экране. Исключением стал только Человек-муравей, которого то ли не было видно из-за того, что он уменьшился, то ли его тупо забыли позвать на вечеринку. В любом случае, важность третьей части сложно недооценить. И после краткого экскурса я готов без спойлеров рассказать о фильме. Кстати, если хотите футболку как на мне и крутой блокнот, то досмотрите этот выпуск до конца. А сейчас давайте к обзору. Была идея собрать группу необыкновенных людей, чтобы сразиться там, где другие бессильны. Весь замес фильма вокруг злодея по имени Танос. Он хочет собрать 6 камней бесконечности, чтобы уничтожить полгалактики. Местные герои, конечно же, против и пытаются дать отпор. История увлекает настолько, что 2,5 часа пролетают незаметно, а после просмотра только одно чувство – хочется продолжения. Здесь и сейчас. Проект всей жизни. Ни много ни мало. Как подумаю, комок в горле. Фильм начинается буквально сразу с экшена, который тут ожидаемо офигенный. Картинка поражает на протяжении всего фильма. Хотя, учитывая 400-миллионный бюджет, ожидать меньшего и не стоило. Я настоятельно рекомендую смотреть в IMAX, если в вашем городе он есть. Поверьте, это лучшее место для того, чтобы насладиться всем тем графоном. Поражает не только качество, но и разнообразие. В картине более 67 персонажей, у которых, разумеется, разные способности и, как следствие, спецэффекты. Киновселенная Marvel уникальна и огромна. Здесь и Стражи, здесь Тор и его асгардцы, не говоря уже о жителях Ваканды. А вот от сюжета не стоит ожидать какой-то глубины. Он прост, но оттого и красив. И если не считать минимальное провисание в середине, весь фильм смотрится на одном дыхании. Музыкальное сопровождение хорошее, а от главной темы Мстителей могут даже мурашки пробежать. Но больше всего понравился юмор. Я давно мечтал поработать с Пратом, думал, будет прикольно. Но, увы, жестоко ошибся. Зануда с тяжелым характером, юмор так себе. Бум! Много экранного времени получили Стражи Галактики. Возможно, даже хватило бы на полноценный фильм. И большая часть гэгов собраны вокруг этих персонажей. Количество удачных шуток зашкаливает, а от некоторых вообще смеешься до слез. Грут, убери эту дрянь. Живо, я не буду повторять. Грут. Я есть Грут. Грут! тебе рот вымыть! Удивил и местный злодей. Понравилось, что у него есть тактика, и он ее придерживается. У меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. И хоть раскрытие получилось неполным, но в мотивацию поверить можно. Танос внушает уважение, а не просто ведет себя как кусок CGI-графики. Масштабы опасности поражают. Персонаж вышел сильный и серьезный, благодаря чему создается общий тон безысходности. Еще хочу отметить работу со звуком, а также внимание к мелочам и деталям. Сделано круто и с любовью к делу. В истории, конечно, хватает глупостей, но на фоне всех плюсов и зацикливаться на этом не хочется. Единственный ощутимый минус – ожидание продолжения, ведь это только первая часть, следующая аж через год. Кстати, я бы советовал Marvel перед продолжением показывать еще раз первую часть. Уверен, многие с удовольствием посмотрят снова. Shut up and take my money. Но что поразило больше всего, так это концовка. Спойлерить ее, конечно, я не буду, но за такой финал хочется аплодировать. Теперь остается ждать и надеяться, что продолжение не подведет, потому что сейчас Marvel поставили очень высокую планку ожиданий. Как вы поняли, фильм мне очень понравился. В плане картинки и экшена это точно лучший фильм Marvel. Рекомендую бронировать или покупать билеты прямо сейчас. Благо в Украине показ начался 26 апреля. Не забывайте ставить лайки, если это видео было полезным для вас.
Также советую скинуть этот ролик своим друзьям в личку, а потом позвать их в кино на этот фильм. А чтобы выиграть такую футболку и этот блокнот, нужно подписаться на канал, поставить этому видео лайк, быть жителем Украины и, самое главное, придумать и написать в комментариях свою суперспособность и суперслабость. Итоги подведу в следующем выпуске через неделю. Самый забавный и интересный комментарий получит эти призы. А я прощаюсь и оставляю вас с размытым экраном. Все мои социалки я оставил в описании, спишемся внизу.